говорить про клиент-центричность, отношение-центричность, что очень интересно. Я всегда признаю, что у нас нету такой хороший пример в мире, который полностью отношение ориентирован. Ну, кусочки можем найти тысячу разных примеров отношение-центричное ценообразование или отношение-центричное управление цикличность покупки и такие вещи именно для вовлечения и как держит диалог, открыть полезный диалог с клиентами и так далее. Тогда тактика, инструменты, подходы и так далее можем найти везде, но нету ни одного организации, ну, может быть, есть, я еще не видел, но нету ни одного, который нашел, как делать все на одном месте. И всегда говорю, что самая большая проблема, что есть вещи, которые фундаментальны в предыдущие этапы развития, продукт-центричные, клиент-центричные, которые не позволят быть успешными до конца, если они не сделаны правильно. Тогда, если, как пример, когда мы говорим про journeys, да, есть user journeys, customer journeys и life journeys. Они идут руку в руку с продукт-центричные user journeys, как я пользуюсь вашим продуктом, customer journeys, клиентоцентричные, к чему я стремлюсь и как я буду это делать, и как какой-то организация может помочь мне, если они понимают целая картинка. Отношение-центричное life journey, вот как я иду из разных жизненных событий, которые имеют какой-то финансовый компонент или сложность, и как эта организация помогает мне навигировать. Ну, свадьба, развод, второй свадьба. Или первый ребенок, второй ребенок, или отпуск каждый год и так далее. Цикличность очень интересна. Apple, который Apple жестко, если смотрит их оргструктура, они продукт-центричная организация. Их оргструктура продукт-центричная. Первый раздел hardware, software. И дальше все продукты. Но если смотреть, как внутри продуктовой категории они научились быть отношение-центричными, это удивительно. Тогда они знают, что 75% влияния на их стоимость акций это айфонов. И зная, что каждый человек, ну, средняя цикличность покупка была один телефон каждые 2 года, они думали, окей, как можем манипулировать это? И они делали программу iPhone Upgrade, где ежемесячно есть платеж, и каждый год они отправляют по почте вот новый телефон, и я отправляю старый обратно. Это уже подписка на телефон, но они удвоили цикличность продаж. Тогда удивительно. И это компонент отношение-центричности. Хотел чуть переходить на корпоративную культуру, потому что мы обсуждали это много-много раз, про что нужно для клиента, ну, для потенциального перехода на клиентоцентричные или отношение-центричные модели. И это действительно, то, что ты сказал, это форма мышления и как видеть отношения с клиентами. И чтобы делать это правильно, один из ключевых элементов – это корпоративная культура. И как найти людей, которые способны думать так. И как найти люди, которые готовы пробовать, тестировать, учиться и признать, что окей, по пути мы найдем, как делать это лучше. И мы очень много раз обсуждали вот корпоративную культуру с тобой. Интересная тема. Но мне кажется, знаешь как, идеальных людей не бывает. Мы всегда выбираем из тех людей, которые у нас есть. С другой стороны, я не считаю, что вот эта культура клиентоцентричности требует каких-то радикально других людей. Да, мне кажется, она требует других условий внутри компании, потому что очень часто даже я себя ловил на мысли, что особенно в начале своего карьерного пути, что мне проще сделать самому, чем объяснять. У меня была не очень высокая толерантность к ошибкам. Например, особенно те ошибки, которые мне казались, очень простыми. Безусловно, тот изменчивый мир и многовариантность будущего, о котором мы говорили чуть раньше, он требует огромного количества экспериментов. Да, то есть фактически мир сейчас нам говорит, что никто не знает, как правильно. То есть можно предполагать, так сказать, выдвигать гипотезы, что может быть будет так, может быть правильно так, а может быть правильно так. И дальше будут выигрывать организации, которые будут создавать условия, когда большое количество людей будет способно экспериментировать
и ошибаться. И ошибаться быстро. И если можно, так сказать, да, какие-то же ошибки будут приветствоваться с точки зрения именно опыта. Когда руководители будут нанимать людей более сильных, да, чем они сами, когда каждое мнение будет учитываться, и вместо того, чтобы все решения так или иначе спускались сверху вниз. И вот это, мне кажется, важный такой культурный элемент, что у нас в целом большое количество компаний достаточно иерархично. У нас и это удивительно, потому что ты разговариваешь с топ-менеджерами, они говорят: слушайте, мы не хотим принимать все те решения, которые мы вынуждены принимать. Нам бы очень было бы здорово, если бы кто-то принимал их за нас. А люди внизу говорят: нам не дают принимать решения, потому что все наши решения либо критикуют, да, либо говорят, что это не те, либо у нас очень жестко наказывают за ошибки. И поэтому мы для себя избрали стратегию такую выживания, что нам легче не принимать решения, потому что такая посредственность, когда ты не высовываешься, она позволяет тебе дольше прожить. Потому что иначе, если ты начнешь что-то пробовать, ты точно где-то ошибешься, тебе тут же дадут за это по голове или, так сказать, выкинут из компании. И вот это, мне кажется, такое достаточно большое изменение, которое, мне кажется, требуется в большом количестве компаний. Потому что вот избитая фраза, да, клиент всегда прав. Я с ней не согласен, честно скажу, потому что, во-первых, я не считаю, наверное, потому что клиент бывает неправ. Более того, для многих компаний очень важно понимать, для какого клиента они непосредственно работают. Потому что есть, к сожалению, и, наверное, это действительно так, есть вредные клиенты, да, есть клиенты, которые действительно продукт не потребляют, но при этом создают огромное количество нагрузки на поддержку и, так сказать, и так далее. Поэтому тема корпоративной культуры, она, наверное, заслуживает, может быть, отдельной, вообще большой отдельной сессии, но это то, что, безусловно, мы будем видеть как изменения и в больших организациях, и в малых организациях. И я надеюсь, что компании, которые будут приветствовать свободу, которые будут приветствовать ответственность, которые будут приветствовать такое создание среды для раскрытия потенциала людей, если можно так сказать, да, как важный элемент культуры или как ее цель, что таких компаний будет становиться больше.